Неуверенное перемирие. Кремль таки вышел с заявлением. Дроны атакуют Казахстан. И кто угрожает Илону Маску? Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Скандал на высшем уровне. Зеленский обвинил людей из команды Трампа в том, что на них повлияла Россия, и Трамп это не отрицает. Россия рвется к Днепропетровщине. Наступление на Покровск. Что ждет Украину дальше? Словакия может закрыть границы из-за режима чрезвычайной ситуации. Что случилось там? Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Российские войска усиливают натиск в районе Покровска, стремясь прорваться вглубь Днепропетровской области. Оккупанты пытаются обойти населенные пункты Котлина и Удачное, чтобы захватить стратегически важные трассы Покровск-Константиновка и Покровск-Днепр. Цель Москвы очевидна: окружить украинские силы, отрезать их от снабжения и открыть себе путь на Днепропетровщину. Сейчас подразделение дивизиона артиллерийской разведки в воздухе держит средства БПЛА. Когда они обнаруживают артиллерийские системы или когда они отправляются в район разведки и обнаруживают передвижение штурмовых групп или вражеской техники, наши артиллерийские системы сразу их уничтожают. Если российским войскам удастся прорваться, под угрозой окажутся ключевые города и инфраструктура Днепропетровской области. Смогут ли украинские силы удержать оборону и предотвратить катастрофу? Как думаете вы? Пишите в комментарии свои мысли обязательно. Громкое заявление из Киева и неожиданная реакция из Вашингтона. Владимир Зеленский прямо заявил: Россия сумела пролезть в головы отдельным людям из окружения Дональда Трампа. Не в переносном смысле, а буквально через информационное влияние. И сказал это не где-нибудь, а в интервью Time. Журналисты обратились за комментарием к самому Трампу, и он не стал это опровергать. Более того, допустил, что такое действительно возможно. По его словам, если кто-то и был под влиянием Кремля, то в целях мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной. То есть влияли, но якобы ради мира. Удобное оправдание. Возможно, на них повлияли, чтобы они уладили это дело. Марк отлично справляется со своей работой. Стив Уитков был просто великолепен. Майкл Уолтс. У нас есть отличная группа людей, которые работают над этим, и это занимает значительную часть их дня, занимаясь тем, что действительно влияет на нас в денежном плане, потому что мы отдали им так много денег, и мы добиваемся того. Кроме того, что американский президент похвалил своих ключевых переговорщиков, он защитил советника по нацбезопасности Майка Уолтса. По словам Трампа, он усвоил урок, и он хороший человек, говоря о том, что тот поставил под угрозу национальную безопасность, добавляя в секретные чаты посторонних людей. Мы говорили с вами об этом в предыдущих выпусках. Кремль наконец-то выдал итог встреч в Эр-Рияде, мирных переговоров, которые проходили несколько дней. Москва опубликовала заявление. Вот вкратце, о чем договорились. Безопасность в Черном море. Стороны договорились обеспечить безопасность судоходства без применения силы, без использования гражданских судов в военных целях, с досмотром для контроля. США помогут вернуть на мировой рынок российские продовольствия и удобрения через снижение страховок, доступ к портам и платежным системам. Эти договоренности заработают только после снятия ключевых санкций с Россельхозбанка и его подключения к SWIFT, с компаний-экспортеров и судов под российским флагом, а также санкции на поставку сельхозтехники, на страхование и логистику продовольствия. Также должен вступить в силу запрет ударов по энергетике с 18 марта 2025 года, 30-дневный мораторий на атаки по энергетической инфраструктуре России и Украины с возможностью продления или отмены, если одна из сторон нарушит условия. Третьи страны, Москва и Вашингтон, готовы принять помощь нейтральных государств для реализации всех этих соглашений. Но и обе стороны намерены продолжать диалог для достижения долгосрочного мира. Прекращение огня на море и паузу в нанесении ударов по энергетике подтвердил и президент Украины. Правда, в РФ считают, что договоренности вступят в силу после того, как снимут санкции с Россельхозбанка, а Зеленский считает по-другому. Коли це може вступити в дію, так? І вони вважають, що після того, як американська сторона офіційно виходить зі стейтментом, може бути початок вже імплементованих
в цьому документі рішень. Так, тому тут віри русским немає, але я вважаю, що ми будемо конструктивными. Планы РФ особой изобретательностью похвастаться не могут. Сергей Лавров как будто свел на ноль все старания переговорщиков и с завидным постоянством напоминает про планы Москвы. Вот учитывая все вот эти передумки, учитывая то, что каждый раз, когда вдруг объявляется перемирие, и Украина соглашается на это исключительно потому, что в конкретный исторический момент, о котором идет речь, Украина оказалась в безвыходном положении на поле боя. А как только наступала пауза, немедленно, в течение недель там, или пары месяцев, это перемирие грубо нарушалось, так было на протяжении всего действия Минских договоренностей. О переговорах и их результатах, о будущей встрече и планах США мы поговорили с экспертом, который внимательно следит за ходом событий, с управляющим партнером национальной антикризисной группы Тарасом Загородним. Очевидно, что самые США в тупике. Они как бы не могут дать россиянам то, что россияне требуют, а россиянам нечего предложить США, в том числе в обмен, предположим. Все эти разговоры про то, что они Антарктику хотят поделить, но они смешные. Почему? Потому что после того, как у Экзона забрали и конфисковали активы в России, и никто ничего не вернул. Я что-то подозреваю, там не будет никаких таких стоять очередей из американских компаний, которые хотят в Антарктике что-то добывать. Про редкоземельные металлы я вообще молчу. Там непонятно, что оно есть и сколько там ресурсов нужно вкладывать. Космос, который пытается там Дмитриев продать США, имеется в виду как объект, тоже США не нужен. Есть Маск, который перегоняет Роскосмос по всем показателям. И так далее. Заставить Украину отдать 4 области США не может. Заставить Украину не бить по территории России, уничтожать их нефтяную промышленность, так что они скоро вообще могут оказаться с тем, что они вообще не могут ничего экспортировать. Нет, они не могут. Громкий взрыв на оружейном заводе в Чехии. Склад с боеприпасами взлетел на воздух. Пострадал один человек, его срочно увезли в больницу. Причина взрыва пока неизвестна, и это особенно тревожно, учитывая, что на этом заводе производят тяжелые боеприпасы и ремонтируют военную технику. Предприятие принадлежит крупному оборонному холдингу, который арендует здесь помещение. Вспоминается, в 2014 году в Чехии уже был взрыв на складе боеприпасов, тогда обвинили российских агентов. Так что возникает вопрос, это просто ЧП или нечто большее. Как думаете вы? Пишите в комментарии обязательно свои версии и свои мысли. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Словакии. Юг страны охватила тревожная эпидемия. Вспышка ящура, одного из самых опасных вирусов среди скота. Она зафиксирована сразу в 3 населенных пунктах. Речь идет о серьезной угрозе агросектору страны. Удар может быть разрушительным, ведь это крайне заразное заболевание, которое приводит к массовым убоям скота, блокировке экспорта и многомиллионным убыткам. Первичная версия: вирус пришел из соседней Венгрии. Если это подтвердится, то возможны новые ограничения на передвижение животных и усиление санитарного контроля на границе. Я хочу прояснить здесь и сейчас. Мы намерены компенсировать весь ущерб, причиненный этой вспышкой. Повторяю, все убытки. Даже если это означает, что средства придется перенаправить из другого министерства, мы должны восстановить наш скот. Мы должны восстановить стадо молочных коров и крупного рогатого скота. Мы должны обеспечить стабильные поставки молока на наши молочные заводы и качественного словацкого мяса в наши магазины. Фица подчеркнул, ситуация под контролем, но сейчас решается судьба десятков хозяйств и всей пищевой цепочки региона. Если вирус продолжит распространяться, это может ударить и по другим странам Евросоюза.
Мнение Венгрии меняется. Если раньше они были против вступления Украины в ЕС, то теперь появились условия. Глава МИД Венгрии заявил, что Украине нечего делать, конечно, в ЕС, раньше стран Западных Балкан. И не просто заявил, а фактически обвинил Киев в том, что его вступление может развалить сам Евросоюз и экономически, и с точки зрения безопасности. В то время как вступление западно-балканских стран было бы полезно для ЕС, членство Украины разрушило бы функционирование сообщества с точки зрения экономики и безопасности. Другая причина заключается в том, что никто не может считать, что Украина сегодня находится в лучшем состоянии с любой точки зрения, чем любая из западно-балканских стран. По сути, Венгрия обвинила ЕС в двойных стандартах, а Украину в том, что она якобы может стать токсичным элементом внутри Евросоюза. Но это уже неудивительно слышать такие заявления от Будапешта. Западный Казахстан атакуют беспилотники. Уже третий за месяц падает в регионе. Очередное происшествие в Жанибекском районе. Там найден разбившийся беспилотник. Предыдущие инциденты произошли в феврале и марте в других районах, но тоже западно-казахстанской области. Особенно тревожит, что Жанибекский район граничит с Волгоградской и Саратовской областями России, где недавно украинские дроны атаковали аэродром в Энгельсе. Полиция и уполномоченные службы пытаются установить происхождение и цели упавшего дрона. Объект обнаружен в удаленной местности, вдали от населенных пунктов. Почему беспилотники падают в Казахстане? Случайность или новая угроза? А может быть, воплощаются в жизнь российские притязания на северный и западный Казахстан? Как думаете? Тоже пишите свое мнение. Илон Маск получает угрозы каждый день. Об этом он заявил прямо в Белом доме во время заседания Кабинета министров. Маск возглавляет так называемый Департамент правительственной эффективности, структуру, которую лично благословил Трамп. Его задача — жестко чистить федеральный аппарат, массово сокращать чиновников и убирать лишние ведомства. Реакция на это, естественно, громкая. По словам Маска, в адрес его команды поступает невероятное количество угроз, причем не просто гневных писем. Просто пытаемся сделать правильную вещь для американских налогоплательщиков, для американского народа. Просто хочу сказать спасибо команде Dodge. Нам поступают угрозы смерти, нас преследуют. Знаете, многие из них просто дети, которые просто пытаются помочь. И они очень талантливы. Они могли бы получать миллионы долларов в год, но вместо этого приходят сюда, работают за копейки и получают угрозы смерти. Так что спасибо команде Dodge. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.